Самый острый соус чили. О, даже я почувствовала. О, мы переезжаем в новую страну. У нас такой ужас, я в таком платье. У вас творческий беспорядок. Друзья, доброе утро. У меня от вас огромное количество секретов, которых я не могу говорить. Жизнь изменится. Но никто не знает, что произойдет в ближайшее время. Вы готовы к переменам? Да! Я тоже готов. Ребята, вчера мне Стасон рассказал про вот это заведение Шима Рамен. Да. Саварикап. Он сказал, что здесь стоит попробовать рамена. Я сегодня как раз ничего еще не ел. Решил сразу же перекусить. Ребята, Шима Рамен очень прикольное заведение, вкусный, хороший, правильно приготовленный рамен. Узнал об этом заведении вчера от Стаса, сегодня проезжал, решил заехать, подцепиться заодно и проверить. Смело можно рекомендовать это заведение. Так, ребята, быстренько сейчас приготовим ужин, и я вам расскажу все, что происходит. Уже перестану эту интригу тянуть. Значит, чеснок вот в таком виде, смотрите. Я его обрезал, почистил, кидаем в масло. Вот так вот это выглядит. А Камила отдыхает. У нас тут это разгром. Так. В общем, чеснок ушел в масло. Так, сюда же добавляем лук. Сюда же добавляем брокколи. Это у нас будет паста с креветками, брокколи. Еще будет базилик. Так. Вода кипит. Пустили. Пустили номер 28. Так, добавляем креветочки. Надо обжарить. Но недолго, чтобы они не были резиновыми. Ну и самое главное, добавляем пасту, перемешиваем и даем вкусно перемешаться. Ну и в самом конце добавляем листья базилика, там крупные, не нарезаем. Перемешиваем и снимаем с плиты. Наша паста готова. Так, и немножко шок-контента, ребята. Я вчера купил этот соус. Это самый острый, написано, самый острый соус чили. И еще написано, что вы можете попробовать на свой страх и риск. О, даже я почувствовала. О-о-о. Так, вон, давайте я его сюда чуть-чуть сделаю. И креветочку туда макну. Посмотрим, что из этого выйдет. Не острый. Сейчас я попробую. Фигня, не острый. Обманули? Такой, типа, приятно острый. Что, можно не выкладывать? Хотя... Шучу. Так, хватит уже, слезь давай. Ладно, один прыжок. Готово? Держишь нормально? Держи. Держи нормально. Так, не ударь меня только по голове. Готово? Да. Амелька, ты считаешь? Давай. Вау, это было круто. Отпусти камеру. Ну и чего тогда? Девчонки, нападать его! Нападать его в бассейн! Так. Ты чё? Мама не блогер, мама блогер. Мама, не блогер, нас Камила, мама.
Так, Ладно, пойдемте. поцелую. Пойдемте. Я вас брошу в Ладно, воду. ладно, все, все, все. Все. Так, не нападать на папу! Друзья, в общем, мы решили с вами поделиться информацией, которая у нас скопилась с данного момента. В общем, глобально мы переезжаем. Вот. Но этот переезд будет отличаться от предыдущих, потому что мы переезжаем не на новую виллу, а мы переезжаем в новую страну. Да-да-да. А Камила, в общем, не захотела оставаться. Вот эта вот вся красота ее не привлекает без меня. Говорит, что любит, не знаю. Я не хочу останавливать, если не Вот, в общем, переезжаем мы толпой. И, естественно, мы сталкиваемся сейчас с вопросом, что делать со всем, что мы успели здесь нажить. А нажили мы достаточно много, у нас есть и техника, и огромное количество вещей. И мы приняли решение, что мы просто сейчас разложим это по кучкам, часть мы отдадим. Что-то мы постараемся, конечно же, продать, потому что это было куплено за нормальные деньги. Что-то мы упакуем и оставим здесь, чтобы попозже наши друзья отправили туда, где нам это нужно будет, потому что пока мы не понимаем, куда. Ты готова к глобальным переменам? На самом деле я не готова, потому что такие маленькие вещи, как поход в такое какое-то кафе, где съездить, кинотеатр, поход в парк или что-то такое, для меня это будет уже событием. Так как островная жизнь, она, конечно, классная, но здесь это не мегаполис, наша милая деревня, а сейчас мы в большой мир выходим. Ну, здесь классная, комфортная, спокойная жизнь, но нам уже хочется чего-то более Движение активного, да. Так что, ребята, мы сейчас пару-тройку дней сейчас все это разложим, упакуем, чтобы уже потом спокойно наслаждаться своим временем, оставшимся здесь. Мы планируем переехать 20 сентября пока что. Вот, так что вот к этому сроку нам нужно все сделать. Но есть и приятные новости, нам хотя бы не нужно теперь заниматься документами, визами, и мы как бы этот вопрос для себя закрыли. И просто живем на острове с ощущением, что мы скоро отсюда улетим. А это второе дыхание. Какая ценность сразу. Да. Сразу хочется и на море, и как бы бассейном пользоваться, и вообще вот это вот все впитывать, и фрукты, и все. Ну все, я думаю, мы все сказали. Все, ребята. Мы пойдем собирать вещички. Прикольно, конечно, все работает. Камила скинула в группу книжки. Девушка откликнулась, приехала их забирать. Оказалось, что она остеопат. И в благодарность за этот жест она решила сделать массаж. И Камила уступила этот массаж мне. Слушайте, ребята, она прям хорошо понимает, что делает. Прошлась по всем моим болячкам, у меня же нога отнимается. Прям чувствую себя гораздо лучше. Вот, сейчас еду в школу решать вопросы. Завтра первый учебный день, ажиотаж уже начался. В общем, родители все тут решили разом закупить униформу. Мне тоже нужно взять для девочек. Сейчас выйду отсюда и расскажу, что мы решили со школой. Мы с Камилой решили сделать все необходимое для того, чтобы наши девочки не теряли этот год и продолжили свое обучение. Именно поэтому я приехал в школу и договорился, мы заплатили всего за месяц, и с завтрашнего дня девочки идут в школу. Поймался на мысли, что последний раз был на море во время дайвинга, и вообще раньше не мог понять, как люди, которые живут у воды, перестают пользоваться преимуществами этого. А сейчас понимаю, что, конечно же, все приедается, от всего устаешь, перестаешь это ценить, и именно поэтому так важно стараться менять атмосферу. Но это не означает, что, уехав отсюда, я не буду поэтому скучать, поэтому сейчас буду стараться как можно больше времени проводить на пляже с семьей и впитывать вот это вот состояние. Друзья, все вы знаете, что я максимально открытый персонаж и с удовольствием делюсь своими планами наперед, но в данном случае я решил сохранить интригу и секрет до последнего. Вы узнаете, куда мы переезжаем, только когда мы действительно окажемся там. А пока в голове звучит одна мысль. Все не просто так. И если задуматься, действительно, переезд на Самуи, все эти знакомства, места, события, коронавирус, который изменил планы всему человечеству и в том числе мне, проблема с визой, которая так и не решилась. Все это было поводом задуматься и еще раз глобально изменить свою жизнь. Что меня ожидает впереди, я не знаю, но зато точно знаю, что меня ожидает здесь в следующем году, если я останусь и никуда не перееду. Поэтому я выбираю изменения, потому что они всегда приносят что-то полезное, новое, интересное. Это совершенно другой опыт, который есть возможность прожить, и я его обязательно хочу прожить.
Для вас, ребята, я надеюсь, это тоже стимул, это мотивация к действию, потому что суть моего блога в том, чтобы показывать на своем примере, что жизнь возможно изменить в каждое мгновение. И только это зависит от вас, это ваш выбор. Поэтому я очень надеюсь, что это будет стимулом для кого-то еще поменять свою жизнь. Также хочу сказать спасибо большое за вашу поддержку, потому что блог служит и мотивацией для меня в том числе. То есть вы меня мотивируете, вы меня вдохновляете своими сообщениями, своей поддержкой, своими трансформациями, которые я вижу и узнаю. И это очень круто, ребята. Мы развиваемся вместе, и это самое приятное. Значит, все работает. Мы едем в школу, как всегда, опаздываем. Мы не можем иначе. Нас много, и мы очень хорошо организованные ребята. Ура! Вы хотите в школу? Да. Да. Ну все, тогда поехали. Очередь начинается уже с поворота. Смотрите, какая тут у нас длинная очередь. Вот такая вот организация процесса сдачи детей в школу. О, на байке удобнее. Пока! Хорошего дня. Have a good day. Bye-bye. Bye-bye. Enjoy it. Малышка, пока-пока. Чао! Ребята, по одноклассникам. Очень добрый путь на целых 20 дней. Небольшой бэкстейдж. Как Камила снимает истории. Она сразу такая милая становится. Иу. Так, а теперь кофе мне. Вернулся домой. Тут, конечно, очень тихо без девочек. Можно сказать, дом опустел. Но зато самое главное, им сейчас весело. Вот, и они довольны. Отправил Камилу на массаж. Сейчас быстро делаю растяжку и тоже бегу на массаж. Мы тут с Камилой не поделили вопрос, кто поедет за девочкой. Ну, точнее, я сказал, что я поеду, но она почему-то ожидала, что я это и так знаю. И она сейчас со мной не разговаривает. Ладно, в общем, я поехал за девочкой. Так, я решил пройтись с Аврикап. Хочу забрать их так, потому что здесь непонятная движуха какая. В общем, я подошел и попросил позвать Офелию. Вон она, вон она. Привет! Как ты? Хорошо. Все хорошо? Тебе понравилось? Пойдем за Амелькой? Ну, в общем, то, что они предлагают, это невозможно. Вот я стою здесь уже 5 минут, и еще до меня очередь не дошла, чтобы забрать ребенка. Как я это должен был сделать на машине, непонятно. Поэтому в любом случае, если двое детей, надо оставлять машину и идти пешком. Давай. Иди сюда, как твой день? Понравилось? Как красиво! Смотри, Офель. Дай поцелую. Поцелую дай. Дай поцелую. Пойдемте. Привет. Пойдемте. Такие вы красивые сегодня. Да вы вообще всегда красивые, да? Приветствую. У нас тут с девчонками начался дождь, и мы немножечко побегали, повеселились. И теперь мы вскрываем конверт Амелии. Что же там? Это... Переворачивай, Эфель. Опа! Это понятно. Знакомимся с учителем. Там что-то есть сделано, Эфель, или это просто бумажки? Бумажки. В общем, нам передали бумажки через тебя, да? Амель, хватит есть палец. Мы вернулись домой, наша мамочка наготовила нам вкусняшек и уснула. Накрыла на стол. Тут у нас все готово. Ням-ням, давай, бегом, ручки мыть и кушать. Наша мамочка купила скейт. Представляете? Причем крутой скейт. Смотрите. Опа! Ну и подожди. Давай, давай, давай. Не надо отговорок, ты справишься. Я буду на скейте, а девчонки будут на этих. Давайте. Сидел себе спокойно, работал, но тут начался дождь, ребята. И я подумал, что когда у меня еще в ближайшее время будет возможность прыгнуть отсюда во время дождя.
Ну все, поехали. Раз, два. Я буду поэтому скучать. Однозначно. Буду теперь много видосов снимать, в которых я буду говорить, почему я буду скучать. Или можно целый видос вообще снять. Почему я буду скучать по Сумой? Как думаете, стоит снять такой видос, ребята? Камон, ну пожалуйста, вы же Как у обещали. тебя, как твои успехи, малышка? Получается? Не думайте даже меня снимать. Вам все понятно. Оба. Я на камере у тебя очень милашка. Сегодня милашка. Вот она, показывается истинное лицо. Дерзкая, опасная. Так, Зато с английским у нее все прекрасно. Она, смотрите, всю эту макулатуру изучила, подготовила. Да? Ты справляешься? Молодец, малышка, молодец. Теперь твоя очередь. Ну-ка иди сюда. Расскажи, пожалуйста, как прошел твой день в школе? Быстро только. У меня очень все хорошо. Мы там играли, учились тайскому. Маски снимали или нет? Разрешали вам или нет? Я только на ланчтайм не было. То есть вас не кормили? Ты моя золото, ты моя девочка. И в маске заставляли сидеть. Ну что за вообще такое? Как так? Тебе нравится вообще в этой маске ходить? Я не знаю, потому что каждый раз, когда я иду гулять или иду на тайское, у меня маска вся потеет. Потеет, да? И я дышать в этой маске не могу. Мне тоже не нравятся маски. Мне кажется, надо что-то с этим делать, да? Ну ничего, ты немножечко получишь, а потом будет другая жизнь. Я это вслух сказал? Другая жизнь. Ты моя девочка. Я тебя люблю. Эй, нужно сказать, я тебя тоже. Я тебя тоже, Тоже мне. А еще оказывается, что Офелию зачислили в новый класс, и там практически никого из ее одноклассников нет. Вот почему она грустная сегодня ходила. Да? Но это ничего, это хорошо. У тебя будет... Во-первых, там никто не говорит по-русски, поэтому она будет учить английский лучше. Да? Я сразу говорю по-русски. Все, мы пошли смотреть фильм, ребята. До завтра. Друзья, доброе утро. Я тут понял, что забыл с вами поделиться очень важной информацией. Буквально недавно Камила заказывала себе несколько колод метафорических карт из России и заказала вот такую колоду и провела консультацию. Колода называется «Законы денег». Татьяна Лемешко, автор. Мне настолько понравилась эта колода, что Камила решила подарить мне ее. И я ввел одну традицию. Есть методика работы с этими картами. Метафорические карты — это не эзотерика, это не гадание. От слова метафора, то есть то, как видите вы. Каждую картинку вы можете увидеть по-своему. Здесь очень много крутых картинок. Качество этих карт меня очень сильно порадовало. То есть такие разные карты. И на обратной стороне, их всего 48 карт, есть законы денег, которые дают определенные подсказки. Есть методика работы с этими картами лично для себя, то есть каждое утро ты вытягиваешь одну карту, читаешь, смотришь картинку, читаешь закон денег и пишешь себе план на основании полученной подсказки. Вот, в своем телеграм-канале, кстати, ребята, подписываемся на мой телеграм-канал, я каждый день выкладываю одну карту, вытягиваю ее случайным образом, прямо как сейчас. Давайте посмотрим, что нам выпадет. Вот такая вот картинка. И каждый видит в этой картинке что-то свое. Давайте я зачитаю для вас закон. Вот так вот это выглядит. Закон прозрачности. Закон прозрачности гласит: перестаньте казаться идеальными. Перестаньте демонстрировать жизнь, которой у вас нет. Приукрашать и откровенно врать не только окружающим, но и самому себе. Честность делает вас свободными. Хотите финансовой свободы?
Позвольте себе роскошь быть честными с собой и с окружающими людьми. Быть собой. Ну, вот такие вот подсказки, то есть это обычные законы, на самом деле, жизненные, естественные, и то, что ты себе их напоминаешь, возможно, мы их и так знаем, просто позволяет тебе по-другому взглянуть на сегодняшний день. Все, мне это нужно отправить в телеграм-канал, ребята, подписывайтесь на канал, там каждый день я отправляю новый закон денег, и в чате мы с ребятами обсуждаем и делимся своими мыслями. Ребята, я приехал за учебником по дайвингу. В прошлый раз я с ребятами, это Паша, знакомьтесь. Мы ездили на дайвинг, и я решил до своего отлета закрыть вопрос с получением лицензии Open Water. Вот, и Паша собирается мне в этом помочь. С удовольствием. Расскажи, пожалуйста, что за учебники и что мне нужно освоить для того, чтобы получить лицензию? Итак, рассказываю. Для того, чтобы получить свой первый дайверский сертификат, тебе нужно, собственно говоря, прочитать книжку, то есть теоретические основы, потом практические основы, а потом все это дело отработать в открытой воде. Заехал на вонючий рынок взять креветок. Мне очень нравится здесь большой выбор и то, что ребята готовы для тебя почистить и подготовить сразу к готовке. Вот, придумаю что-нибудь интересное сегодня. Тройка на острове не заканчивается. Видимо, кто-то остался без воды. Единственное место на острове, где я стою в пробках, это школа. Я приехал быстренько забрать девочек, а мне еще нужно подготовиться к завтрашнему обучению. В общем, когда все успеть, непонятно. Сегодня я решил не выходить из машины и сделать все как положено. Посмотрим, сколько это займет времени. Первые 2 минуты, и вот Амелия. Thank you very much. You're welcome. We have one more for you, though. Yep. Привет! Что было? Ничего не... Это садики. В садике? Да. Ты что, упала? Да. Дондик. Это. Thank you very much. You're welcome. I appreciate it. Front seat, back seat. Oh, no, it's okay, back seat. Привет! Thank you. Привет. Привет. Я тебя люблю. Я тоже. Как твой день? Хорошо. Ладно. В общем, заняло все 5 минут. Молодцы. Очень организованно сегодня. Видимо, они уже научились. Что, пристегнулась? Давай, поехали. Ну все, я наконец-то приступаю к своему обучению. У меня есть учебник. Мне нужно сегодня закончить 3 главы, а это вот все. И в этот момент, знаете, мне вспомнился фильм «Матрица», когда его подключают к системе, он такой лежит, там, ему заливают информацию, и он открывает глаза и говорит: я знаю кунг-фу. Вот мне бы очень хотелось сейчас, чтобы эта система была где-нибудь здесь, и я мог к ней подключиться, но, к сожалению, имеем, что имеем, поэтому я начинаю учиться. Ну все, я закругляюсь, 2 главы я осилил, 3-ю я оставляю на завтра, на утро. Теперь я гораздо больше знаю о снаряжении, о правилах и технике безопасности, о разных навыках, необходимых для дайвинга, да и о дайвинге в целом, наверное. Вот, уже хочется перейти к практике, но для этого сначала мне нужно отдохнуть, чтобы завтра быть в ресурсе. Ребята, время 6 утра, мой сон так и не случился, но зато смотрите, какой тут красивый рассвет произошел. Такие оттенки просто сумасшедшие, особенно там. Знаете, как вода отражается, не знаю, насколько камера это передает, но это очень красиво. Тут смотрите. В общем, мне тут пришла гениальная идея в голову. Я понял, чем я хочу заниматься в ближайшую жизнь. Поэтому я сидел, писал, накатал огромный проект. Причем записывал и аудио, и разговоры, и переговоры. В общем, так что у меня есть над чем поработать завтра, точнее уже сегодня. У меня через 4 часа обучения, я, наверное, даже уже и не лягу. Попробую сегодня выпить кофе. Обычно я кофе не пью, но сегодня, видимо, день кофе. Так, ребята, доброе утро. Я в итоге вырубился, меня вырубил. Я думал, я посплю пару часов, поставил 10 будильников и проспал. Я еду туда, ребята меня ждут, я уже позвонил. Пипец как неудобно, я не такой человек, я такие вещи не делаю. Но вчера ночью было такое впечатление. Я столько всего понял. В общем, потом расскажу, я поехал. В общем, я долетел на скорости света. Я сильно опоздал. Я снимаю твою реакцию. Прости, пожалуйста. Я очень извиняюсь.
все как бы... Блин. Давай. Мы начали разговаривать по тому, как правильно погружаться и всплывать. Поэтому его вовремя появился. Курс молодого бойца, как собрать быстро собрать, супер быстро собрать комплект акваланга и баллон. Если ты просто вот так вот как было, вот так вот застегнул, так вот, да, то на самом деле можешь не плотно застегнуть. И это неправильно. Да. Правильно застегнуть следующим образом. Ты вот этот вот хлястик вынимаешь отсюда, Да. немножко его натягиваешь, эту пряжечку, немножко, видишь, я утопил, как бы получается. Да, да, И вот теперь я вот здесь вот придерживаю, и вот сюда вот, и это получается как рычаг. Да, Не надо только пальцы и здесь он использовать. затягивает. Да, то есть ты когда тянешь, когда у тебя получается легко, не надо никакой силы, то есть не надо сожму пряжку, Да. единственное пальцы убираешь, чтобы, потому что характерный щелк, если у тебя там пальцы, то ай больно. И надо запомнить, все, из чего мы дышим, находится справа. Да. Соответственно, вот эти штуки мы их используем для дыхания справа, все остальное слева. Обращаю ваше внимание на то, что если ты эту штуку сильно тыкнешь, это не значит, что она сейчас взорвется. Нет. Это значит, что надо вот так вот хлопнуть, чтобы она перестала так шипеть. Да, то есть чуть-чуть нажатие. Давай я все-таки верну его в режим придайв, тогда ничего такого не будет. Да. То есть ты должен проверить, эта кнопка работает. Эта кнопка работает. Кнопка, и самое важное, пожалуй, кнопка поддува конденсатора плавучести. В общем, ребята, самое главное в дайвинге — это ощущение невесомости под водой, которое ты можешь поймать. Вот эта нейтральная плавучесть. Есть позитивная, когда ты всплываешь, негативная, когда ты погружаешься, то есть это все делается дыханием. И есть нейтральная, когда ты ловишь вот это ощущение невесомости и просто зависаешь в воде. Сейчас продемонстрирую. Попробуем. Кажется, дождь приближается. В общем, вот такой вот навык можно обрести очень быстро. Главное желание, ребята. И талант. На самом деле, немножечко очень быстро это у него таланта. получается. Вообще-то, да. Я его Спасибо. и не кидаю, вот так массажист. Все, быстренько вылезаем и гоним домой. Все, Паш, спасибо тебе большое. Спасибо тебе большое. Очень приятно вообще Взаимно. было провести время, пообщаться. Смочили жабры, как говорится, да. Завтра в соленой воде. Да. Как и с Договорились. китовыми акулами в соленой воде. Надеюсь, китовыми акулами. Обязательно. Уже хотелось бы. Всех благ. Все, Счастливо. Давай. Пока-пока. Пока-пока. Я приехал в старый добрый King of Bread. Мне нужно дождаться Камилу, потому что моя любимая выехала из дома без денег. Вот, нужно ей дать деньги, заказать еду и срочно ехать. Меня ждет Пан-Пан, мне так вообще неудобно. Я ее заставляю ждать, сегодня вообще весь день странный, но вчерашняя идея, она того стоила. Она просто гениальная, ребята. Скоро эта идея поменяет жизнь очень многим людям. Я вам обещаю. Мои красотки приехали! Привет! Как ваша школа? А садик? Вообще! Я сегодня подхожу к учительнице и говорю, Офелия, она такая по спискам учит, Офелия. Мы долго искали, она в конце говорит, это же моя Офелия, она же в моем классе. Все хорошо? Вы счастливы? Я только что поделился своей идеей с Камилой. Камила, твои впечатления? Я в шоке, но я хочу нечего-то глобального. Мне кажется, он захватит мир. Мы изменим мир, это однозначно. Все, я поехал. Пан меня ждет. Муа. Пока. Ребята, я вам сегодня показывал рассвет, вот вам и закат сегодня такой вот. Я, наверное, все пропустил, потому что только встал с массажа. Я заставил ждать Пан весь день. Блин. Очень неудобно, но у меня вот это вот мое ночное происшествие, оно реально до сих пор. То есть я понимаю, что я нашел то, чем я хочу заниматься. И мне это действительно интересно, и это очень благородное занятие. И очень скоро я вам о нем начну рассказывать. Я сейчас понял, конечно, что отсюда открывается реально шикарный вид. Я из всех вилл все-таки, наверное, эту полюбил больше всего, хотя мы здесь не так давно, но здесь очень-очень уютно. Здесь прям хочется жить. И, наверное, если бы я оставался на острове, я бы хотел жить именно
в этом месте, потому что этот район, это место, этот вид на Панган, бассейн, в который можно прыгать, это все реально мне очень подходит. Но все меняется. Снова учиться, учебник надо добить, никто за меня этого не сделает, но на самом деле, ребята, несмотря на то, что я не выспался, несмотря на то, что я куда-то вечно снова бегу, и что завтра я опять еду на дайвинг и снова учиться, все эти сложности ничего не значат, когда ты понимаешь, что ты обретаешь новый навык, ты постепенно, изучая вот это, постигая те знания, которые нужно постичь, становишься частью чего-то другого, большого, великого. То есть подводный мир, он реально действительно очень большой, и иметь возможность так вот с ним контактировать, это очень круто. Вот это состояние невесомости, нейтральной плавучести на самом деле, это очень крутое состояние, когда ты весишь zero, как бы тебя там нет, ты держишься на одном дыхании, ты контролируешь все благодаря дыханию, и это очень крутое ощущение. Я бы хотел, чтобы каждый из вас имел возможность его прожить и когда-нибудь попробовать. Поэтому, друзья, дерзайте, пробуйте что-то новое, меняйте свою жизнь, меняйтесь, идите за новым опытом, это всегда точка роста. Доброе утро, друзья, поехали дайвить. Добрый путь. Смотрите, кто тут пришел. Это моя сладкая девочка. Всем доброе утро. Мой завтрак. А второе, видим корабль. Первая остановка Котао, делаем небольшой кофе-брейк и двигаемся в сторону Нангюань, уже давить. Так, карманы. У тебя тоже все waterproof, поэтому, как говорится. Да, я и сам waterproof. Ты тоже waterproof. Вот эти ребята знают толк в дайвинге. Просто для сравнения, сегодня лягушатник. В общем-то мы оплыли, потому что на той стороне очень много народа. Даже на пляже сейчас видно, что реально туризм начался, походу. Очень прикольно. Совершенно по-другому прочувствовал. Ну все, обедаем, отдыхаем, и сегодня еще возможно ночное погружение. Котао — это очень уютный маленький островок, здесь узкие улочки. Вот эта основная улица идет по всей береговой линии. Здесь в основном дайв-центры, отели, всякие забегаловки, аренда байков. В общем, все, что нужно для того, чтобы отсюда разъехаться, либо уже заселиться и учиться дайвингу отсюда. Сейчас я решил остановиться в отеле Sunrise. Он такой уютненький, красивый, разрисованный, молодежный. Сейчас поднимемся, покажу номер. Вот такая вот обстановочка в отеле. На втором этаже тоже есть площадка для заката. Ну и пойдемте покажу вам номер. Вот такие шезлонги. Отсюда тоже можно смотреть закат. Красивое место, очень красивое. Котао очень такой европейский остров. Здесь много реально иностранцев, которые живут, работают. Совершенно другая атмосфера. Ну и вот мой номер. 209. Простенько и со вкусом. Здесь вот такой балкончик. Офигеть, получается душ, он не здесь. А, не здесь, вот мой душ.
Жестко. В общем, у меня стоит выбор: либо ночной дайвинг, либо отдыхать и идти на барбекю. Я, конечно же, выбираю ночное погружение, потому что этот опыт мне дико интересен. Говорят, это страшно, ты находишься ночью в воде, ничего не видишь, у тебя есть фонарик, который освещает небольшую область перед тобой. Но, в общем, мне кажется, занятие не для слабонервных, очень хочется попробовать себя. Вот. И непонятно, когда и где в ближайшее время у меня будет такая возможность. Поэтому я сейчас быстренько работаю и бегу на погружение.